Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, на часах у меня сколько-то времени. Мне интересно, кто-нибудь из вас угадает, когда я делаю для вас озвучку? Напишите свои варианты в комментариях, а в конце ролика я вам дам ответ. В общем, после недолгого загула ко мне вернулась Инна. Принесла мне работу от другого мастера. Корректировать мы ее не стали, мы решили сделать перенаращивание, потому что Инна хочет более длинные ногти. Вернее, как более длинные, совсем длинные. Ну и плюс аквариумный дизайн. Поэтому мы готовим Иннины ногти к перенаращиванию. Снимаем полностью старый материал. Для того, чтобы нам было меньше что пилить фрезой, мы сразу же откусываем для себя кончики щипчиками. Здесь, внимание, берем не близко к коже, потому что гель может лопнуть в сторону ногтевого ложа. Берем довольно-таки подальше, нам все равно этого будет достаточно для того, чтобы было меньше работы по опилу и в то же время сразу же убрать длину. После того, как убрали весь старый материал, зачищаем птыриги, пробегаемся праймером, пробегаемся базовым гелем и готовимся к постановке форм. Внимательно подставляем форму, следим за тем, чтобы у нас не было никаких зазоров между формой и ноготком. Для этого форму нам необходимо подрезать. Подложечку мы моделируем сразу же в форме миндаль. Для того, чтобы с нашей подложкой ничего не случилось, я рекомендую бумажный шаблон снимать сразу же после просушки. Потому что тогда у вас не будет вероятности того, что у него клей расклеится или он разожмет вашу подложку, клиентка им куда-то врежется, куда-то его потянет. В общем, никаких вот таких проблем у вас не возникнет. С подложками все-таки клиенты обращаются намного аккуратнее. После того, как все наши 10 подложечек готовы, мы переходим к выкладке удлинения. В данном случае удлинение мы будем моделировать полигелем компании Blue Sky. Безумно люблю этот материал за плотность его пигментации. Это единственный полигель, который в камуфляже в тоненький слой дает очень плотный оттенок. За это его просто обожаю. Ну и еще за отсутствие зернистости. Ссылочку, где приобрести данный материал, оставлю вам в описании. Для того, чтобы кисточка не прилипала к этому материалу, я смачиваю ее в альфа-септине. Этим же альфа-септином я обрабатываю кожу рук клиента перед наращиванием и им же снимаю липкий слой. Хорошая жидкость, которая является антисептиком кожным и безумно замечательно справляется с липкостью от геля. При моделировании удлинения обращаю внимание на то, чтобы все пальчики у меня были одинаковые по форме и симметричны друг с другом по длине. Нам необходимо, чтобы мизинчик у нас оставался самым коротеньким пальчиком, указательный и безымянный пальцы были между собой одинаковые, а вот средний пальчик можно делать немножечко подлиннее. При этом ширина френча на готовых ногтях на всех пальцах должна быть одинаковая. И при этом мы смотрим длину не по свободному краю, а начиная от кутикулы до кончика свободного края. Поэтому, моделируя удлинение, мы сразу же закладываем на них немножечко разную длину для того, чтобы сделать наши пальчики красивыми. Под кутикулу чистый камуфляж я никогда не закладываю, там у меня полупрозрачный переход для того, чтобы не было полоски отрастающего камуфляжа на коррекции.
После того, как я хорошенечко просушила полигель, перехожу к достраиванию архитектуры при помощи замеса. Замес – это смесь из средней прозрачки и среднего камуфляжа, который подходит в цвет моего полигеля. На этом этапе сразу же слежу, чтобы у меня была достаточная высота моих апексов. После того, как просох полностью материал, перехожу к опиливанию бортиков удлинения. Для этого беру пилочку, заваливаю ее под 45 градусов и опиливаю бортик, слежу за тем, чтобы не было никаких заусенец. Чем чище я пропилю бортик на данном этапе, тем чище будет френч моей будущей улыбочки. Вернее, улыбочка моего будущего френча. А теперь те бортики, которые у меня получились после опила, прокрашиваю черной краской для того, чтобы сделать максимальный контраст между улыбкой и удлинением. В данном случае, в зависимости от того, какую краску вы будете использовать, вы получите ощущение от своего френча. То есть, если вы будете использовать черную краску, то френч будет казаться более готичным, более строгим. Если же вы возьмете белую красочку, то получите более нежный вариант. А теперь на слой тоненький непросушенного геля набрасываем весь блестящий мусор, который у нас есть под руками. Сюда можно набросать все, что вашей душеньке угодно. После того, как весь мусор у нас просушен, мы переходим к закрашиванию всего этого безобразия. В данном случае мы решили взять витражи, но потом нам показалось, что витражи в чистом виде это слишком темно, поэтому мы излишки просто поснимали влажной салфеткой. Получился такой вот дымный интересный эффект. Вживую смотрится просто потрясающе. Получается, витражики в самом насыщенном месте у нас остались в углублениях между блестками. Как вариант, в данном случае можно было использовать не витражи, а какие-то плотные гель-лаки, которые бы дали этот эффект еще более насыщенный. После того, как мы просушили наши витражи, добавили еще кое-где хлопья вьюги, потому что нам показалось недостаточно блестяще, и перекрываем наш дизайн уже полностью моделирующим гелем. Выравниваем поверхность, выстраиваем архитектуру. После того, как мы все просушили, переходим к опилу. Тот материал, который я вижу, что он явно лишний, я снимаю при помощи фрезера. Все остальное допиливаю руками. В данном случае на такой длине у нас опил двух ручек занял 15 минут.
Если вдруг вы видите, что где-то спилился усик вашей улыбочки, ну ничего страшного. Благодаря вот этой черной линии, которую мы туда закладывали, мы можем взять черную красочку и буквально точечно довести те места, которые у нас не получились. Перекрываем финишем и наслаждаемся готовым результатом. Ну, а у меня, девочки, на часах практически 12 ночи, и я надеюсь, вам со мной было интересно. Я поздравляю всех, кто угадал время в комментариях. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!